Всем доброй ночи, друзья мои. Я вам дарила много ритуалов, связанных с призывом моего рода и обращений к моей родной крови для помощи в делах. Буквально спасительные ритуалы. Многие работы, связанные с призывом силы моего рода, помогли людям просто преодолеть страшные моменты в жизни и найти помощь. Кого-то спасли от срока, кого-то спасли от судебных тяжб. Где-то муж согласился отдать часть имущества при разводе. Одним словом, творили чудеса. Потому что это видовской род. И я говорила, что если мои работы вам помогают, то есть именно связаны с призывом моего рода, вы должны потом благодарить. Благодарить тем, что отдать дар какой-либо алтарю ведьмы. Ведьмы, чей род вы призываете. Сегодня я хочу подарить вам более сильный ритуал. Это призыв души моей прабабушки. Я, честно говоря, долго думала, но решила вам подарить такой ритуал. Но хочу, чтобы вы знали. Этот ритуал, он более серьезный. И обращаться к душе моей прабабушки следует только при очень тяжелых обстоятельствах, когда иного выхода нет, потому что вы все же призываете душу очень сильной ведьмы. Не забывайте об этом. Душу той, которая передала мне свою силу. И очень меня любила, и я ее тоже. На аватаре женщина в армянском национальном костюме. Это не моя прабабушка, но она очень похожа на мою прабабушку. Поэтому я, когда впервые увидела эту фотографию, я ее сохранила. И когда рассказываю о жизни своей прабабушки, я ставлю эту фотографию. Моя прабабушка прошла геноцид. Она, будучи 15-летней девочкой, сама похоронила родителей. Она прошла очень страшные испытания в жизни. И единственное, что помогло ей спастись, это то, что она была последней из рода, и она была носитель силы. У моей прабабушки были подруги, тоже знающие женщины. У нее дальние родственники, которым удалось спастись, тоже этим занимались. У нас в роду вообще каждый что-то им умел. То есть кто-то снимал с глаз, кто-то снимал страх, кто-то на воске выливал. Родственник наш, мужчина, который я уже рассказывала, его отец был убит громом из-за того, что запрещал его матери заниматься магией. И после человек, который пришел к нему и сказал: будешь лечить людей огнем, потому что твой отец погиб от огня. И указал место, где он должен взять кремний и кремнием лечить. И он лечил кремнием, лечил кожные заболевания. К нему приезжали из разных городов, просто буквально приезжали, ждали его. Но так уж получилось, что вот в моем роду родилась я, которая переняла все это воедино. Мой дед был очень сильный медиум. Про него до сих пор говорят. Он был очень талантливый человек. Как мы шутили, у него целые талмуды про мироздание, про смысл жизни. Я уже об этом рассказывала. При желании можете открыть, посмотреть про жизнь моего деда. Я уже рассказала. И поскольку он отказывался от этой силы, не хотел ее перенимать, то его забрали. После него родилась я. Бабушка моя несколько раз проклинала эту силу. Проклинала, потому что была одинока из-за этой силы. У нее 3 раза брак не состоялся. Первый раз ее обручили 15-летней девочкой, и ее жениха убили. Второй раз
вышла замуж, муж погиб, третий раз точно так же. То есть она осталась одна с детьми. У нее не получилось ни брака, ни семьи. Именно из-за того, что она отдавала всецело себя служению сил. Хочу сказать, что после войн, когда была огромная нехватка мужчин, моя прабабушка выдала замуж всех своих подруг каким-то чудом, каким-то наговором и прочими. Как рассказывали, по ночам они шли к реке, что-то начитывали, бросали туда, возвращались. И они все нашли мужей, они все вышли замуж. Когда в Грузии началась чума и умирали дети, у нас в селе женщины ночью встали, взяли плуг и начали, значит, вокруг села начертили некий такой круг. И наше село чума обошла. Много-много чего, что рассказывают о ней. И все боялись за ее властный, сильный характер. Она была очень сильная женщина, она была, скажем так, гордая и самоуверенная где-то женщина. И, между прочим, хочу вам сказать, что многие говорят, что я характером копия ее. Еще в детстве меня дразнили, что я своя бабушка. Есть вот эта сила воли. Вы представьте, человек, да, ребенок 15-летний, сначала хоронит мать, потом хоронит отца, взваливает на себя, тащит до кладбища ночью, роет яму. И тут один из наших односельчан вышел, сказал, что ты там делаешь, это не ваше место, это место нашей семьи. Заставил эту яму высыпать обратно и, значит, копать другую яму. И тогда моя бабушка, 15-летняя девушка, сказала, да чтобы вы всей семьей тут лежали, сказала она, и пошла копать другую яму. И действительно из этой семьи никто не остался. Последний был, его убили в России лет 15 назад. И с 2 сиротами она вот так вот поднялась. У нее была очень тяжелая судьба, но характер был как у меня, точнее мой характер ее. И эта женщина, помимо всего, была очень добродушная, очень многих сирот воспитала. Воспитала, выдала замуж, сыграли свадьбу, построили дом. Сирот, детей, у которых не было родителей, они были просто на улицах. Моя бабушка с дедом. Когда моего деда коммунисты повели расстреливать 3 раза, из-за того, что у него было 2 козы, потому что он этих сирот кормил, бедных, вот его сначала раскулачили, все забрали, а потом он одну козу спрятал, не отдал колхозу и повели его убивать. И моя бабушка что-то там начитывала, делала, и этот маузер давал осечку. Вы представляете для человека в молодом возрасте, что значит, когда его к стене ставят и прицеливаются? И 3-й раз, когда не смогли его убить, сказали, иди, больше к тебе мы не придем, видимо, тебя не дают убить. Но из-за этих стрессов мой дед умер молодым. Много чего страшного было в судьбе моей прабабушки, но невзирая на это, она осталась человеком, она дала образование всем своим внукам, детям дала школьное образование, потому что тогда не было такой возможности. Но и это для ее времени было вполне нормальной. Вы призовете душу очень строгой, очень сильной женщины. Учтите это. Поэтому по мелочам мою прабабушку прошу не беспокоить. Беспокойте ее, когда у вас безысходность, когда вас буквально убивают или выживают из дома, или пытаются изжить из этого мира, сосвету сживают. В такие моменты, когда можно тревожить душу и попросить о помощи. И учтите, когда она поможет, вы должны будете откупиться точно так же для алтаря ведьмы. Или тем откупом, которым сами посчитаете нужным. Но в любом случае вы должны будете это делать, иначе в следующий раз вы ее помощь не получите. Наказания не будет. Я не думаю, что она настолько... Не то, что не думаю, я знаю, что она не злобная душа, но больше она вам просто не поможет.
Только тогда, когда она вам помогла, когда ситуация решилась, вы должны будете отблагодарить ее род так, как посчитаете нужным. Обычно все дарится даром, и это тоже дарится даром. Но есть моменты, в которых нужно говорить, это для вас нужно. У меня нет нужды. Но для вас это нужно, чтобы вы имели право в следующий раз ее беспокоить. Что для этого нужно? Для этого водка, черный хлеб, как поминальный, благовоние, можно ладан, можно любое иное благовоние, 3 черные свечи, 4 это для освещения, восковые черные свечи. Читать нужно 6 раз, оставить свечи догореть, водку с хлебом оставить до утра, и утром можно вылить. А хлеб оставить птицам или на улице оставить. Итак, делать любой день, кроме субботы. Я прочитаю несколько раз, наверное, 6 раз не буду читать. Для того, чтобы усилить ритуал, вы можете положить рядом и фотографию ее внучки, то есть мою. Итак, начнем. Отворятся двери пекловые, откроется навь, отворятся врата, и из мира духов явится душа, достопочтенная, та, что передала силу ведьме Инге, та, что по крови связана с ней. Я призываю душу ее прабабушки. О, властная и сильная душа! Я прошу твоей помощи через силу твоей правнучки и с ее разрешения. Прошу тебя о помощи. Говорите свою просьбу. Коротко и по существу. Помоги мне, пожалуйста, в том-то и в том-то. Ее имя называть не нужно. Это лишнее, потому что одно то, что вы читаете мой заговор и через меня, через мою кровь призываете, уже достаточно. Далее сказали просьбу. Пусть твоя душа будет довольна и на вершине мироздания. Я благодарю тебя и род Педовской, и желаю роду твоему прославления в веках. Да будет так. Еще раз читаю. Отворятся двери пекловые, откроется навь, отворятся ворота, и из мира духов явится душа достопочтенная, та, что передала силу ведьме Инге, та, что по крови связана с ней. Я призываю душу ее прабабушки. О, властная и сильная душа! Я прошу твоей помощи через силу твоей правнучки и с ее разрешения. Прошу тебя о помощи. Говорите свою просьбу. Пусть твоя душа будет довольна и на вершине мироздания. Я благодарю тебя и род Ведовской, и желаю роду твоему прославления в веках. Да будет так. И в 3-й раз читаю, но вам нужно читать 6 раз. Отворятся двери пекловые, откроется навь, отворятся врата, и из мира духов явится душа, достопочтенная, та, что передала силу ведьме Инге, та, что по крови связана с ней. Я призываю душу ее прабабушки. О, властная и сильная душа! Я прошу твоей помощи через силу твоей правнучки и с ее разрешения. Прошу тебя о помощи. Озвучьте просьбу. Пусть твоя душа будет довольна и на вершине мироздания. Я благодарю тебя и род Ведовской, и желаю роду твоему прославления в веках.
Да будет так. А что потом делать, я уже вам объяснила. Ничего никуда не можете вылить, или вылить на землю, или просто вылить. А хлеб оставляйте птицам. Можете на балкон вынести, можете оставить где-нибудь на улице. И когда все, что вы просили, получится, как вам хотелось, вам уже сказано, что вам нужно будет при этом делать. И я еще раз вас предупреждаю, чтобы вы душу моей прабабушки просто так не тревожили по пустякам. А только тогда, когда вам грозит опасность, когда у вас безысходность и прочее. Пожалуйста, не нужно у моей прабабушки просить возврата каких-то мужиков, потому что очень может быть, что вы этого мужика лишитесь на вечные века. Поэтому не шутить с этим. Это не, скажем так, не шуточная тема. Это вызов души и непростой. Всем удачи и всех благ.